Ребята, все сюда! Так, тихо там! У меня для вас сюрприз. Сейчас начнется. Хагрид? Кто это? Это гиппогриф. Ты не сошел с ума. Я тоже их вижу. Это дракон? Хороший песик. Смотрите, Дементор! Люди почему-то боятся пауков. Видимо, из-за множества глаз. Не говоря уже о челюстях. Создание мира Гарри Поттера, часть 3. Создание волшебных существ. Круто. Нашей задачей было не просто показать волшебных существ на экране, но и передать их характер. И чтобы эти существа имели уникальную яркую внешность. Мы не относились к ним как к обычным животным. Мы всегда считали их полноценными людьми. Нашей целью было передать их характер и эмоции. Каждый раз, когда на экране появляются новые существа, Гарри реагирует на них словно «Ой, надеюсь, оно меня не сожрет». Потому что в них есть что-то пугающее и завораживающее, что ли. Клювокрыл, стой! Волшебные существа — это дикая и непредсказуемая сторона волшебного мира. Это часть природы, которая живет по своим законам. Наша задача — убедить вас, что Гарри собираются съесть. Или поджарить, или утопить. И все это происходит в нашем мире. Да, тут есть волшебство, но вот только мы, маглы, его не видим. А оно есть. Должно было создаваться ощущение, что эти существа топтали британскую землю еще с древних времен. Но они живут на той территории, где не ходят обычные люди, и для них они просто миф. Эй, вы! Несовершеннолетний вход воспрещен! Закрой чертову дверь! Как грубо. Этих существ нужно было сделать правдоподобными, чтобы они вписывались в физику нашего мира. Несмотря на присутствие драконов, фильмы о Гарри Поттере — нечто большее, чем просто фэнтези. Ведь сама история подразумевает под собой акцент на внутреннем развитии персонажей. Мы должны были оставаться верными книгам и опираться на них, чтобы правильно раскрыть суть. Разработка дизайна существ, мягко говоря, непростая задача. Даже листы бумаги трепещали от страха. Самая интересная часть работы — делать наброски будущего существа. Потому что можно дать волю своему воображению. Ты постоянно думаешь, как оно должно выглядеть, какой у него характер, оно доброе, злое, глупое, умное. Каждый читатель рисует у себя в голове собственные образы волшебных существ. И создатели фильма прикладывают все усилия, чтобы добиться такого эффекта. Чтобы образ на экране максимально совпадал с образом из воображения читателя. Добро пожаловать в нашу мастерскую. Здесь мы занимаемся созданием аниматронных существ, которыми нужно вручную управлять на съемочной площадке. Также мы занимаемся гримом и тесно взаимодействуем с CGI-специалистами. Все существа, которые вы видели в фильмах, были созданы в этих стенах. Когда люди приходят к нам на экскурсию, они видят те самые аниматронные куклы, которые снимались у нас в фильмах. И они даже не могут поверить, что их было так много, когда они видят их в одном месте. В отделе по созданию существ работают одни из самых талантливых людей нашей студии. Они создают невероятные вещи, настолько удивительные. Вряд ли они сами еще недавно могли себе все это представить. Мне нравилось взаимодействовать с этими штуковинами. Ребята из мастерской могут создать что угодно. Настоящего гиппогрифа, настоящего гигантского акромантула. Хотя лучше бы они этого не делали.
Печально, что эпоха аниматронных кукол постепенно подходит к концу. Но, с другой стороны, CGI-графика открывает новые возможности. Без нее невозможно снять, как дракон летает в воздухе, гоняясь за Гарри, а затем приземляется на крышу Хогвартса, уничтожая ее. Драконы, акромантулы и Василиск. Я всегда хотел увидеть драконов. Я отчетливо помню, как выпал из жизни, читая «Кубок огня». Не выходя из своей комнаты в течение 4 дней, я отчаянно представлял себе, как они будут выглядеть. Итак, венгерская хвосторога, дракон, с которым сражался Гарри. Даже в самом названии есть акцент на хвост и рога. Мы решили разместить шипы вдоль всего ее тела. Они являются частью лица дракона, а затем плавно переходят на хвост. Тем самым дракон дает понять, что он опасен как вблизи, так и на расстоянии. То есть мы хотели, чтобы зрители даже на интуитивном уровне понимали, что это невероятно опасное существо. С драконом очень приятно работать, потому что он огромен. Например, этот самый агрессивный из всех драконов. Мы сделали главный акцент на настойчивости, с которой дракон преследовал Гарри. Он был словно киборг-убийца, не знающий жалости. И его нельзя подкупить, с ним нельзя договориться. Ему неведомы жалость, раскаяние или страх. Он ни за что не остановится. Никогда. Приготовились! И его хвост разносит трибуну! Думаю, разработка этой части была очень интересной для Майка. Вряд ли он делал что-то подобное раньше. Когда я думал над сценой, где дракон гонится за Гарри, я очень долго бродил по 3D-карте в программе и хотел, чтобы дракон начал выжигать лес. Но все вокруг говорили, ну такое. Это при том, что создание таких эффектов стоило очень дорого. И тогда Джимми, наш графонщик, сказал: слушай, дядя, а давай сделаем погоню над Хогвартсом. Дракон будет хвататься за крыши и разрушать их. Так будет дешевле и эффектнее. Так что спасибо Джиму за эту сцену. И если бы мы сделали испытание с драконом таким же, как в книге, было бы совсем незрелищно. Поэтому я предложил, чтобы дракон разнес пол Хогвартса. Конечно, я сам себе подкинул геморроя, но зато сцена получилась действительно крутая. Дракон цепляется за края ската кровли, словно летучая мышь. Мы решили, что это отличная деталь. Все же видели такое в природе, а значит и дракон будет казаться настоящим. Самым важным было донести до зрителей, что Гарри находится в непривычной для себя ситуации, и ему нужно экстренно принимать нестандартные решения, чтобы выжить. Те эмоции, которые вы видите на моем лице в этой сцене, не являются актерской игрой. Мне тогда на самом деле было страшно. Но у нас был отличный отдел постановки трюков, который не дал мне умереть. Больших существ мы храним здесь, потому что их больше некуда девать. Тут у нас хвосторога из Кубка огня. Это полноценная движущаяся модель. Наш отдел спецэффектов даже встроил в нее огнемет, чтобы она могла дышать огнем. Когда ты читаешь в сценарии, что будет творить этот дракон, ты понимаешь, ну это будет компьютерная графика. Но для сцены в лесу мы построили настоящего огнедышащего дракона. Отчасти потому, что мне всегда хотелось построить огнедышащего дракона. Наш режиссер любил драконов, и даже есть чудесное видео, где он впервые увидел этого дракона в клетке. Ниху... Твою ж мать! Он был как ребенок в кондитерской. Так, по местам. Продолжай смотреть наверх, пока я не скажу Арагог. Первый день у нас были съемки в логове Арагога. Мы перелезаем через выступ, а нас там ждет 4-тонный механический паук. И он весь в таких мерзких щетинках. Это было крипово. А я так не думаю. Арагог был хорош в книге, так что и в фильме мы сделали его максимально правдоподобным, что аж многим на съемочной площадке поплохело. А говорящий акромантул — это вообще двойное комбо. Кто здесь? Мы долго работали с нашими художниками, чтобы этот паук выглядел очень древним.
И для пущего эффекта мы решили, что Арагог должен быть плохо освещен, потому что в ярком свете он выглядит не так уж устрашающе. И я боюсь, зрители сочли бы его слишком нелепым. Хагрид, это ты? Я сделал несколько набросков Арагога, взяв за основу паука-волка. Есть такой вид пауков. А затем я просто увеличил его масштаб. А также я сделал ему мутно-белые глаза, потому что он слеп. Ты Арагог? Он самый. В фильме Арагог вылезает из своей норы Гарри и Рону, и там нет компьютерной графики. Это настоящий механический паук. Они сделали точную копию гигантского паука со всеми деталями, вплоть до щетинок на лапках. А его челюсти — это вообще мерзость. Просто ад для арахнофоба. Дэниел сказал, что ему просто не по себе, когда паук рядом. А у Руперта вообще началась истерика. И если вы думаете, что я преувеличиваю, то вы неправильно думаете. Там на съемках все воспринималось по-настоящему, особенно у арахнофобов. Я очень боюсь пауков, так что я действительно не знал, чего ожидать. И когда я увидел этого гигантского Арагога, я чуть было не Прощай, друг Хагрида. А теперь мы можем паниковать? Ну, я не то, что прям испугался, мне было просто немного не по себе. А вот в кинотеатре было пострашнее. Они там еще всяких звуков добавили, множество мелких пауков. И я до сих пор не могу смотреть эту сцену. Жуть полнейшая. Давай посмотрим, на что способен знаменитый Гарри Поттер в схватке с лордом Волан-де-Мортом. Василиск — одна из самых ужасных тварей, с которыми мне приходилось сталкиваться на съемках. Только как сделать из обычной змеи существо из волшебного мира? Главное уделить большое внимание проработке змеиных текстур, а затем гиперболизировать их, чтобы получился монстр. Высуньте его максимально далеко, а затем помотайте влево-вправо. Во втором фильме мы построили гигантского Василиска, которого разместили на гигантской тележке. И вся эта мандула реально гонялась за Рэдклиффом. Я до последнего не верил, что возможно построить убедительную полноразмерную модель Василиска. Я хотел прибегнуть к графону. Но Ник Дадман убедил меня в том, что с механической версией Василиска неопытному Рэдклиффу будет проще вжиться в роль. В итоге Ник построил первые 7 метров этой гадины, а остальное мы дорисовали графикой. И этого вполне хватило, чтобы Рэдклифф смог поверить, что перед ним Василиск, и выдать правильные эмоции. Когда на тебя несется гигантская змея с огромными клыками и весом под тонну, то тут и отыгрывать ничего не надо. Даже находясь на макушке каменной башки Слизерина, Дэн сражался не с графоном, а с реальным прототипом Василиска. Но было здорово увидеть Василиска лично. Это нам очень помогло. Морские черти, мандрагоры, тролли и корнуэльские пикси. Тролль! В подземелье! Теперь живите с этим. Первое, о чем вы думаете, представляя себе тролля, что это просто большое и страшное существо. Но в книге тролль представлен очень глупой дурындой, прям как некоторые из героев тех мультфильмов, которых мы все любили в детстве, типа Койота, который гонялся за страусом, и других. Тролль же не самое умное существо, верно? При росте около 4,5 метров он имеет мозг размером с арахис. Мы хотели создать тролля, который был бы не только страшным, но и смешным. И от руки такого идиота вдвойне обиднее было бы умирать. На иллюстрациях в американской версии книги у тролля были шипастые ноги. Мне показалось это глупым, и я не стал использовать это в дизайне. Но Коламбус настаивал, чтобы я сделал шипы, а я не мог добавить их без какой бы то ни было логики. В итоге мы сошлись на том, что шипы станут бородавками. Для этого тролля мы создали реальный прототип, чтобы дети могли взаимодействовать с его телом, лежащим на полу. Фу! Козюли тролля! В следующий раз тролли появились аж в «Принце полукровки», на картине напротив «Выручай» комнаты, где тролли учатся танцевать балет.
Для этого мы создали 2 костюма тролля, в которых танцевали профессиональные танцоры. Я не знаю, как передать это словами, но Роулинг просто гений. Это была истерика. Весь наш отдел просто валялся. К сожалению, эта сцена в фильм так и не попала, потому что она была слишком смешной для мрачных сцен с Малфоем. Затем пикси вырываются из клетки и разлетаются в разные стороны. Мне нужно, чтобы вы паниковали и озирались по сторонам. Во втором фильме Златопуст Локонс по своей глупости натравил на весь класс корнуэльских пикси. Но пока я рядом, вы в безопасности. Прошу вас подавлять свои крики. Это может их спровоцировать! Пикси для меня были данью уважения к фильму «Гремлины», сценарий которого я и написал. Так что пикси — это летающие гремлины с повадками тасманского дьявола из мультика. Так что для меня представлялась отличная возможность поностальгировать по собственному прошлому. В книге сказано, что пикси были голубого цвета. Я думаю, именно это в большей степени делает их похожими на волшебных существ. Причем они больше похожи на каких-то ручных зверьков. Такое ощущение, что это маленькие озорные обезьянки. Корнуэльские пикси резко вырываются из клетки и начинают творить хаос, тем самым демонстрируя некомпетентность Локонса. Ибо ни один нормальный человек не выпустил бы всех пикси сразу. Это как разворошить осиное гнездо. Но когда вы впервые видите этих карапузов в клетке с их большими глазами и милыми мордашками, вы вряд ли ожидаете от них какой-то опасности. Корнуэльские пикси! И в этот момент Локонс открывает ящик Пандоры! Они прикрепили проволоку к моим волосам, и я отыгрывала, будто меня тянут за волосы. Да начнется паника! Отстань от меня! Стой, не двигайся! И я отбивалась от них книгами под столом. И снято! Это был веселый день. Коламбус впихнул в эту сцену все, что только возможно. И как пикси рвут книгу, и как они сбрасывают скелет дракона с потолка. Я думаю, это символизирует все то, что дети хотят сделать, если им дать волю. Это чисто сцена под названием «Когда мамы нет дома». И Мобилус! Крепко схватите мандрагору и резко вытащите ее из горшка. Кому-то нравятся фениксы и драконы, а мне больше всего нравятся мандрагоры и то, как они кричат. Они нечто среднее между животными и растениями. Мандрагоры были полностью механическими. В них нет ни капли графики. Благодаря их реалистичной текстуре кожи, они были похожи на репу или фикус. Плюс они были покрыты грязью и выглядели как настоящие корнеплоды, которые испытывают боль. Мандрагоры — это растения с яркими особенностями. Я как-то сказал Стюарту Крейгу, нашему художнику-постановщику, они выглядят как дети, поэтому в них должно быть что-то злобное. Так как если они будут милыми, их будет очень жалко. Мы сломаем людям психику. Ну а раз они такие страшные, пусть мучаются, всем пофиг. Поскольку наши мандрагоры пока еще только саженцы, их крик никого не убьет, но может оглушить вас на несколько часов. Поэтому наденьте наушники. В этой сцене меня попросили упасть в обморок, но я никогда не видел, как люди теряют сознание, поэтому я отыграл это как в бразильском сериале. О, глядите, у меня обморок. И как это устроило Коламбуса. Это не должно было попасть в фильм. А сами мандрагоры были классными. Аниматроника все сделала. В сцене с Гринделоу меня хватали каскадеры в хромакейных костюмах. Хватайте! Дэн, смотри вверх! Каждый из них хватал меня то за руку, то за ногу и мотал из стороны в сторону. По описанию, морские черти были похожи на корнуэльских пикси, только под водой. Их природе также было свойственно устраивать хаос и беспредел. По внешнему виду это полуосьминоги, полулюди, полупсины. Думаю, всем знакомо чувство, когда вы купаетесь в море, и ваша нога касается каких-то водорослей. Но ваше воображение вместо них рисует некое подводное чудище, которое хочет утащить вас в бездну. Гиппогриф, фистралы и феникс.
Гиппогриф — это полулошадь, полуорел. Не путать с грифоном. Хагрид одержим идеей приручать смертоносных существ, как домашних животных. Не я придумала гиппогрифа. Он существует и в фольклоре, и в мифологии, и я переживала, будет ли он вписываться в этот мир, и как это будет выглядеть на экране. Гиппогриф меня немного напряг. Вот как показать на экране это странное сочетание животных элементов. И мы с Коламбусом хотели, чтобы каждая сцена помогала раскрывать характер персонажей. Все эти существа являются продолжением персонажей. Гиппогриф в каком-то смысле был олицетворением взросления Гарри, высвобождая его внутреннюю силу и любовь к свободе. Я восхищаюсь Роулинг. Она прекрасно справилась с проработкой архетипов, подтекстов и психологии персонажей. Ты пятишься назад, останавливаешься и делаешь это с мыслью: вот сейчас он меня клюнет, мне хана! Не двигайся. Эта сцена учит Гарри уважать любое существо, и он получил уважение в ответ. Только представьте, что значит приручить дикое существо, к которому никому даже прикасаться нельзя. Ну вот, к примеру, вы попали в Африку, и лев ложится перед вами пузиком кверху и позволяет его погладить. А теперь ты можешь на нем полетать. Что? Давай. Эй! Я ощущал себя отцом, который снимает дополнительные колеса с велосипеда своего сына и говорит: «Ты уже большой, давай, не боись». А сам думает: «Господи, вот бы он не убился». Полет на клювокрыле открывает для Гарри его внутреннюю силу, и он понимает, что ему нужно научиться ее контролировать. Он учится двигаться по жизни при помощи уважения, вместо того, чтобы скакать по головам. Находясь в воздухе, он поднимает руки и понимает, что он больше не привязан к земле. И все его вот эти житейские трудности — это просто ерунда. И если бы он мог лететь вечно, с ним всегда было бы все в порядке. Эта сцена раскрывает его некую первобытную природу. Пока он летает на гиппогрифе, он является тем, кто он есть на самом деле. Мы хотели создать животное, которое не стремится быть каким-то изысканным, надменным, которое обращается с наездником снисходительно, при этом имеет некую неуклюжесть в походке. У нас был один великолепный дизайн гиппогрифа, но мы отказались от него, так как он выглядел слишком царственно. Пока все выглядит слишком прилизанным. Куарон невероятно скрупулезен. Согласовывать с ним какие-либо детали — это ад. К примеру, какого цвета должны быть перья здесь, а какого там, какие перья будут чуть длиннее, а какие чуть короче. И так месяц за месяцем, месяц за месяцем. Но мне действительно понравилось работать с Альфонсо. Это был настоящий вызов. Потому что он явно хотел, чтобы процесс проектирования не заканчивался никогда. Но, признаться, были и такие дни, когда я думал, либо этот гиппогриф не увидит свет, либо я перекину эту задачу на кого-нибудь другого. Но в итоге я в восторге от результата. Он двигался, он буквально был живым. Вот как это? Однажды один из детей на съемочной площадке подошел к нему и аккуратно поклонился. Он будто верил, что он настоящий. «Включай клювокрыло!» Создание аниматронного клювокрыла было, мягко говоря, амбициозной задачей. Так еще потом мы отвезли его в Шотландию на живую локацию, где началась метель. И вот тогда мы молились всем богам, чтобы электроника не коротнула. Вот что такое настоящий челлендж. И тем не менее, даже это чудо инженерной мысли иногда приходилось заменять компьютерной графикой. Чтобы понять, как должна двигаться полуптица-полулошадь, мы вдохновлялись беркутами, чтобы передать их движение крыльев, шевеление груди. Это должно было быть величественное существо, в котором есть и опасная сторона. Мы хотели сделать что-то реалистичное, чтобы зрители при детальном рассмотрении могли заметить, как клювокрыл какает между делом, что, собственно, и свойственно его собратьям-лошадям. Фоукс
очень благородное существо. И когда мы работали с ним, мы пытались вызвать у зрителя ощущение, что он является неким физическим воплощением благородства Дамблдора. Он из тех существ, которые по своей сути являются дикими, вольными, которые только благодаря своей осознанности и уважению к конкретному человеку могут решить стать его фамильяром. Фокс — очень загадочная птица. И точно так же, как и Дамблдор, он полон сюрпризов. И в этот момент он загорается и становится кучей пепла на подносе под своим насестом. А затем он в виде птенца возрождается из пепла. Думаю, это самый милый момент из всех фильмов, когда вот этот забавный цыпленок вылезает из пепла. Я делал акцент на том, чтобы Гарри каждый раз был шокирован и удивлялся всем этим необычным вещам, которых просто нет в нашем мире. И сцена перерождения Феникса не исключение. Очаровательные существа эти фениксы. Я думаю, Дэн прекрасно передал ощущение того, что он видит настоящее чудо. В воображении детей всегда творятся чудеса, а тут он в прямом смысле прикасается к чуду. Разрабатывать Феникса было здорово, потому что его мы также построили вживую. Плотность электроники внутри него была такой, что туда нельзя было впихнуть спичку. Он мог двигаться, переставлять лапы, расправлять крылья, шевелить головой, моргать, щелкать клювом и многое другое. Очень сложно было найти кукловода, который сможет передать грацию Феникса, а затем еще и смоделировать CGI-версию, соответствующую этому. Помню, был очень смешной момент с Ричардом Харрисом во время съемок «Тайной комнаты», а конкретно сцены с Фоксом в кабинете Дамблдора. К нам подходит Ричард Харрис и говорит: «И как они так натренировали эту птицу?» Мы с Коламбусом неловко переглянулись и такие: «Честно говоря, это аниматронная кукла». И он такой: «Да пошли вы!» Он думал, что Фокс настоящий. Опытный актер, стоящий в 5 сантиметрах от куклы, верил, что она живая, представляете? Стоп! Смена ракурса! Неплохо, да? Что это? Фистралы неразрывно связаны со смертью, и поэтому они вызывают мрачные ассоциации. Но есть в них и что-то прекрасное. Ты не сошел с ума? Я тоже их вижу. Мне фистралы напоминают Эдварда руки-ножницы. Они странные, они жуткие, и вы вряд ли захотели бы приблизиться к ним из-за их внешнего вида. Но если вы добры с ними, они будут добры с вами. Я считаю, что к ним предвзято относятся. В них есть что-то захватывающее и загадочное, что-то иное. Они напоминают Гарри о том, что он потерял родителей, и он через них проходит к принятию этого. Но почему остальные их не видят? Их могут видеть лишь те, кто видел смерть. Роулинг прекрасно знает свой мир и постоянно открывает нам что-то новое. Фистралы были блестящим олицетворением смерти. Они — нечто сильное и пугающее, некая крылатая смерть, вот летящий скелет лошади. И все же в них есть нечто романтичное и фаталистическое. И этот образ затрагивает глубокие слои подсознания. Мы потратили много времени на проработку их характера. Мы буквально проникли в головы этих существ. Мы хотели, чтобы они выглядели чуть ли не гротескно, но в то же время мы не хотели делать их страшными без какой бы то ни было на то причины. Они должны были выглядеть царственно, но в то же время безмятежно. Мы хотели, чтобы зрители почувствовали, что у них есть душа, потому что через них мы раскрывали внутренний мир Гарри и Полумны и выстраивали между ними связь. Они очень милые, но люди избегают их, потому что они... Другие. Отношения между Гарри и Полумной действительно особенные. Полумна в какой-то степени подружилась со смертью, и она принимает ее как часть жизни.
Роулинг сказала мне, Полумна — самый приспособленный к смерти человек. Я говорю, даже больше, чем Дамблдор. И она кивнула. Нам удалось создать яркий контраст. Маленькая робкая девочка гладит такого страшного зверя, что вызывает у зрителей когнитивный диссонанс. Таким образом, фестралы олицетворяют все то, что несправедливо осуждается обществом. Полумна очень мудра, потому что она не боится смерти. Она смотрит ей в глаза, и Гарри у нее многому научился. А сейчас небольшая пауза, чтобы передать привет нашему подписчику Роману Александрову. Он классный, будьте как Роман. Домовые эльфы, гоблины и кентавры. В своих книгах Роулинг сделала акцент на тех, кто подвергается издевательствам со стороны, позволив им дать отпор тем, кто их обижает. Сюда также относятся некоторые существа. Некоторых из них люди уважают, а к некоторым относятся предвзято. И между этими группами людей существует огромный разрыв. Все как и у нас. Привет! В каждой сцене этот сорванец перетягивает все внимание на себя. Добби! С тобой я разберусь позже. Я тут, знаете ли, старался, а он сдвинул меня на второй план. Добби, тише, прошу! Я не хотел тебя никак обидеть. Для меня Добби был некой проекцией Багза Банни. С одной стороны, он милый, но в то же время озорной и немного раздражающий. Добби — олицетворение диккенсовского архетипа смирения. Чисто такой депрессивный комочек. И мы постарались передать это через его внешность. Во втором фильме в нем было нечто коварное. Он хотел спасти Гарри жизнь, создавая опасные или очень неловкие ситуации. В сцене с Добби я спросил, где он будет, куда мне вообще смотреть, и они такие: «Ну, куда ты взглянешь, туда и нарисуем». «За мной, Добби!» И в этот момент, уходя, я злобно махнул ногой, а потом еще тростью такой. Буньк. И тут Коламбус кричит: «Снято! Ты что, поскользнулся, что ли?» И я такой: «Не-не-не, это я дал пинка Добби. А вот этой тростью ты что сделал?» А это он пытался встать, и я ударил его по голове. И он такой: «Круто!» Признаться честно, нелегко делить экран с тем, кто нравится зрителям больше тебя. И я ему отомстил. Нашей задачей было создать персонажа, в которого влюбятся зрители и будут сочувствовать ему. Это очень уязвимый и чуткий персонаж. И его смирение со своим предназначением очень ярко гармонирует с его волшебными качествами. И такой образ вызывает сочувствие и симпатию к этому милахе. Актер, который озвучивал Добби, потрясающе справился с задачей. С Добби до сих пор обращаются как с ничтожеством. Его исполнение было вполне-таки душераздирающим. Наши аниматоры смогли подстроиться под его исполнение и сделали Добби более эмоциональным. Добби порой ведет себя как ребенок, и мы всеми силами пытались передать его инфантильность через его движения и мимику. Он может быть настолько увлечен своими мыслями, что даже не обращает внимания на все происходящее вокруг. Прямо как ребенок. Именно это и делает его настоящим. Мы хотели, чтобы зрителям хорошо запомнился Добби, и они смогли его полюбить. Добби, а ну вернись! Когда я получил роль, я и понятия не имел, как сильно фанаты книг любят Добби. Он же даже не основной персонаж. И только после выхода фильма я осознал все масштабы. Так что я очень горжусь тем, что подарил этому персонажу свой голос. Ты не причинишь вреда Гарри Поттеру! Авада Кедавра! Иногда у нас на съемочной площадке оказывались дети, которые хотели увидеть Добби. Я не хотел рушить их мир, поэтому говорил, что он сейчас в гримерке. Когда я читал книгу, мне хотелось пнуть его. Простите, возможно, мне место на Слизерине, но мне больше нравится Кикимер. Кикимер подонок и не скрывает этого. Мерзкий паршивец, стоит тут как пуп земли. Кикимер и Добби оба домовые эльфы, и они как хороший и плохой полицейский. Они явно шли разными путями и имеют разные ценности.
Как говорится, с кем поведешься? Роб Близ сделал основную работу. Он слепил макет головы Кикимора. Я взглянул на него и сказал: ну что, сразу видно, что сволочь. Он не такой пучеглазый и воодушевленный, как Добби. Он просто ворчливый дед. У него нет чувства эмпатии. Это видно по его телу. Его лицо сморщилось, как задница носорога, и застыло в таком положении. Его тело скривилось, и я аж чувствую, как ему больно. Именно это выражает его характер, но не факт, что он всегда был таким. Его отношение к миру постепенно отразилось на нем самом. Его внутреннее стало внешним. Ой, смотрите, Гарри Поттер. Мальчик, который остановил Темного Лорда. Друг грязнокровок и предатель крови. Я думаю, Кикимор сожалеет о своей судьбе, но он не теряет надежду и ждет своего часа. Мы хотели внести что-то новое в нашу версию Кентавра, чтобы в его чертах было нечто волшебное. К тому же, мы смогли создать гораздо более дикого и гораздо более пугающего Кентавра, акцентировав внимание на его лошадиных чертах. А также мы подобрали для него сильный голос. Теперь ты в безопасности. Удачи. Кентавры олицетворяют лучшие и худшие стороны человеческой природы. Они демонстрируют наши основные инстинкты, то, как они могут нам служить, и как они могут пойти против нас. Кентавры привязаны к своей территории и агрессивно защищают то, что от нее осталось. Предупреждаю, по закону вы, как существа с почти человеческим разумом, протего! Да как ты смеешь? Думаю, Роулинг имела в виду, что мы сами испортили отношения с этими существами, и мы многое от этого потеряли. Мерзкие полукровки! Инкарцеро! Когда тебя называют мерзким полукровкой, ты больше не можешь мыслить рационально. В тебе просыпается нечто первобытное. Кентавры у Роулинг очень мудры, и я больше нигде не видел таких кентавров. И было очень трудно показать это на экране. Это невозможные существа с точки зрения физики, ведь у них 6 конечностей, и поэтому их движения невозможны для нашего понимания, так как мы не видели в природе ничего подобного. И это вызывает когнитивный диссонанс. Но мы приложили все усилия, чтобы кентавры выглядели настоящими. Скажи им, что я не хочу им вреда! Простите, профессор, но я не должен лгать. Хагрид? А что это за существа? Это гоблины, Гарри. Они очень умны, но не очень дружелюбны. Гоблины не особо хотят ассоциироваться с волшебным миром людей. Они всегда выбирают выгодную для себя сторону. Они с радостью возьмут на хранение деньги волшебника, но никогда не станут помогать решать его проблемы. А иногда они становятся теми, кому вовсе нельзя доверять. Когда мы создавали гоблинов, Дэвид Хейман сказал мне, эти гоблины должны ощущаться реальными существами, и они сами должны чувствовать себя настоящими гоблинами. И хоть у них эксцентричная внешность, они соответствуют духу фильма. Пришлось найти много маленьких людей и сильно загримировать их. Это была очень сложная задача. Потому что, когда мы наконец добрались до места, где снимали сцену в Гринготтсе, многие из этих актеров были, мягко говоря, недовольны, так как на них были тонны грима. Им было жарко, было трудно дышать, а снять грим нельзя, так как он накладывается аж 3 часа. И к концу дня гоблины стали сильно сварливыми. Я помню, ставил одному из них актерскую задачу, чтобы он продемонстрировал неприязнь к Гарри. Он кивнул, и я переспросил: «Вы поняли, что нужно сделать?» Он сказал: «Я должен ненавидеть Гарри, а еще я ненавижу тебя». Я спросил: «Что, простите?» «Ты плохой». Я потерял дар речи. Когда мы вернулись к гоблинам в последнем фильме, мы подумали, прошло почти 10 лет, мы должны сделать их еще лучше. У нас было 60 подходящих актеров, и я хотел, чтобы каждый гоблин был уникальным. Это командная работа.
Это заслуга и человека, который разработал концепт арт, и человека, который слепил по этому арту прототип из глины, и того, кто сделал по нему силиконовую маску, а затем поместил ее на лицо актера и сделал грим. Это заслуга многих людей. Персонажи имеют многослойную структуру, и чтобы сделать их хорошо, нужно, чтобы их внешний вид передавал их характер. К примеру, по кому-то из них видно, что он мрачный и сварливый, кто-то активный и энергичный, кто-то обладает угрюмым характером, и все это нужно передать внешне. Я думаю, больше никто в Британии не создавал нечто подобного в таких масштабах. Это просто безумие. Отличный результат, мне нравится. Анимаги и оборотни. Питер Петтигрю — человек, который последние 12 лет был крысой. И даже в человеческом облике у него сохраняются крысиные повадки. Этот образ оставил на нем сильный отпечаток, и он просто так никуда не денется. Я же все это время был твоим другом. Не отдавай меня дементорам. Это же я, твой зверек. Мы решили сделать его уши волосатыми и немного заостренными, и в нос тоже добавили волос. А также сделали 2 больших накладных зуба, как у крысы. У него всегда вот так вот вытянутые ручки, и он еще постоянно съеживается, знаете, такое жалкое раболепие. Сразу видно, что это крыса, переодетая в человека. Каждый раз смотрю на него, какой же он мерзкий. Плоть слуги, пожертвованная добровольно. Мне симпатичен хвост, хотя он подлая тварь. Какая-то злобная, трусливая, двуликая свинья. Но я привязался к своему персонажу и понимаю его. Он просто хотел выжить любой ценой. Но, увы, крыса не может в одно мгновение стать пушистым кроликом. И Петтигрю — лучший выживальщик. Он выжил бы даже при ядерном взрыве. Для меня Люпин — лучший персонаж, созданный Джоан Роулинг. История его жизни душераздирающая. Твоя мама была рядом, когда все от меня отвернулись. Она умела видеть красоту в других, даже когда человек сам в себе ее не видел. Та часть Люпина, которая является оборотнем, это олицетворение темной стороны, которая есть в каждом, даже в самом милом человеке. Это как ваш любимый дядя Боря, у которого есть темная тайна. Когда общаешься с человеком и невольно понимаешь, что у него есть свои скелеты в шкафу, о которых вся семья предпочитает молчать. Он оборотень, поэтому он пропускает занятия. Это был способ показать, что в мире не бывает совершенных людей. Люпин скрывает то, кем он является. Он очень уязвим перед общественным мнением и старается это хоть как-то компенсировать. Ты же знаешь, что ты человек, Римус. Это всего лишь оболочка. Взгляни в свое сердце. Не было никакого смысла открыто играть Люпина в роли оборотня, так как он это тщательно скрывает. И только когда происходит физическая трансформация, вот тут уже можно показать его темную сторону. 1, 2, 3, пальто рвется! Во многих фильмах демонстрируется один и тот же образ оборотня. И мы решили бросить им вызов. К нам пришел американский художник Уэн Барлоу. Он нарисовал оборотня, который выглядел немного грустным, жалким и запуганным, и у него было слишком мало волос. И такое направление мысли очень понравилось Куарону. Не поверите, мы сделали полноразмерный костюм оборотня. Это был мой страшнейший кошмар. Утвержденный прототип был очень худощавым. Я не мог представить, какой актер мог поместиться в него. Да и управлять этим телом — настоящий ад. Сначала меня хотели подвешивать на тросах, потому что у оборотня совершенно иная анатомия ног, и я просто не мог устоять на этих ходулях. К моему большому облегчению, эта идея оказалась непрактичной. Движения были слишком нелепыми.
У нас на примете были кикбоксер и танцор. Оба очень тощие, и они даже научились бегать на этих лапах-ходулях. Но когда мы надели на них этот костюм, он просто сковывал все их движения. В нем просто невозможно было балансировать. Классный оборотень, да? Лай, мужик! Из-за этого костюма наш оборотень был деревянным, а Куарон требовал грациозного оборотня. Он хотел, чтобы тот изящно набрасывался на жертву, особенно в моменте с собакой. И где-то с миллионного дубля нам удалось это снять, а затем мы наложили сверху кучу графона. При написании книги я вдохновлялась американским оборотнем в Лондоне. Там весь ужас в том, что герой сознательно пошел не по той дорожке, и это пугает куда больше, чем сам монстр. В нашем фильме оборотень имеет тощий и жалкий вид, но это по-прежнему зверь, и он опасен. Различие между Люпином и Фенриром Сивым в том, что Люпин не хочет быть оборотнем, а Фенрир аж дождаться не может следующего полнолуния, чтобы опять напасть на кого-нибудь. Фенрир застрял где-то посередине между оборотнем и человеком. Изначально мой персонаж выглядел как обычный мужик, но постепенно волчья сторона начала брать верх, даже когда он не являлся оборотнем. Если вы увидите его издалека, то подумайте, что это опасный гопарь. Ты должен взглядом показать. Он ягненок, а ты волк. Мол, я хочу наброситься на него, да? Но когда он подходит к вам ближе, все становится на свои места, и вы понимаете, это не гопник, это зверь. А если вы читали книгу, то знаете, что Фенрир Сивый еще и где-то убийца. Это не человек, это просто шайтан. Я считаю, что это самый жуткий персонаж, потому что, будучи человеком, а не животным, он осознанно ведет себя как животное. И я, как любой актер, должен был выстроить связь со своим персонажем. И я понял его злобу. Этот мир отверг его, он изгой. И он хочет, чтобы все страдали так же, как и он. Дементоры и инферналы. Я думаю, что дементоры олицетворяют депрессию и наши самые мрачные страхи. И несмотря на то, что Роулинг использовала в своих книгах существ, которые давно известны в фольклоре, таких как оборотни, василиски и подобные, я все же думаю, что самые интересные существа — это те, которых она создала самостоятельно. Дементоры высасывают всю радость из каждого человека, который находится с ними поблизости. И в итоге оставляют их ни с чем. Когда я была ребенком, мне приснился кошмар, в котором я видела скользящие фигуры в капюшонах. Эти образы преследовали меня долгие годы, и для меня они были связаны с депрессией. Поэтому я использовала их в книге, а затем мне пришлось решить, что скрывается у них под капюшоном. Мне нужно было визуально передать конечную стадию депрессии, когда у человека не остается никакой надежды. Поэтому у них полностью отсутствует лицо, за исключением рта, жадно высасывающего остатки твоей радости. Для меня важно было понять психологию этих существ, то, как именно они воздействуют на человека. Ведь это не какой-то монстр, который может разорвать тебя на куски. Это нечто более абстрактное. Однажды Куарон сказал, что вокруг Дементора должно быть множество глаз. Он еще как-то абстрактно сказал: «Дождь, множество глаз». Я дал задание сделать раскадровку, как Дементор входит в купе поезда. Через неделю все коллеги начинают мною восхищаться. Мол, они горды, что работают с гением. Мол, я создаю великолепные и сюрреалистичные образы. А я затем получаю раскадровку и вижу, как дождь постепенно превращается в глаза.
Меня подвел мой мексиканский акцент. Под словом «айс» я имел в виду лед, а не глаза. И вот как признаться в этом, когда все тебя считают гением? Было сложно создать выразительный образ, потому что Дементор, по сути, это большой кусок ткани. В качестве референса мы брали образы умерших людей, тела которых раньше обматывали тканью. Мы даже позвали одного крутого кукольника из Сан-Франциско, который в течение 10 дней проводил тесты движения куклы Дементора под водой. После чего мы запускали запись в обратном направлении, чтобы создать жуткий эффект. Впервые вы видите Дементора в поезде, как его костлявая рука высовывается из-под ткани и открывает дверь купе. Куарон предложил, чтобы в Дементорах было нечто призрачное, и они держали определенную дистанцию. Таким образом, им даже не нужно прикасаться к вам. Они просто парят рядом и высасывают вашу энергию, заставляя все вокруг замерзать. И это пугает еще больше, чем прямое взаимодействие. Альфонсо хотел напугать юных зрителей. Он хотел, чтобы дементоры были ужасающими. Ведь мир Гарри Поттера — это не просто детская сказочка. Гаричка, ты сейчас умрешь! Фильмы должны были стать мрачнее, и Куарон сделал это. На съемках сцены с Дементорами в 5-й части я понял, что эта сцена будет очень страшной. Когда Йейтс поделился со мной своими идеями, я сразу сказал, что это гениально. В книге это происходит в переулке, но Дэвид Йейтс предложил сделать эту сцену в тоннельном переходе. Идея оказалась отличной, так как это замкнутое и пугающее место, в коих бывал каждый. В этом переходе холодно и жутко. Здесь творятся плохие вещи, и появление в этой локации дементоров выглядит весьма логичным и ожидаемым. Помните, здесь холодно, ужасно холодно. Теперь все зрители, когда ходят в таких переходах, невольно оглядываются по сторонам, нет ли поблизости дементора. В отличие от Куарона, мы решили добавить телесные контакты. К примеру, дементор хватает Гарри за шею и впечатывает в стену. Мне не хотелось упускать возможность дать зрителям представить, как холодная костлявая рука, покрытая струпьями, прикасается к горлу Гарри. Я хотел, чтобы они ощутили этот ужас. Я хотел, чтобы они почувствовали запах, исходящий от дементора. Мы с Рэдклиффом отдельно прорабатывали это ощущение. Когда дыхание дементора попадает ему в нос прямо перед тем, как из него начнут высасывать душу. Наступает момент, когда Гарри и Дадли оказываются в ловушке. И тут сцена как бы затягивается. Ты смотришь на беспомощных ребят, и тебе кажется, что это конец. И вот от этой затянутой неопределенности становится еще страшнее. Экспекто патронум! Люц. Инферналы — это живые мертвецы, и мы не хотели, чтобы они выглядели как классические зомби. Мы наполнили их меланхолией, унынием и состоянием досады из-за отнятой у них человечности. Я видел некоторые ранние концепты инферналов. Они были противны, ужасны, просто гнилые трупы. А затем мы поняли, что они не должны быть слишком страшными. Я подумал, вот как бы выглядел мой труп, если бы он пролежал 20 лет под водой. Мы хотели, чтобы зрителю в какой-то момент даже стало жалко этих существ. Ведь все они являются жертвами Волан-де-Морта. Поэтому мы попробовали использовать форму скелета, обтянутого кожей. Так инферналы выглядели более мертвецки, что ли. Мой главный скульптор Джулиан Мюррей месяцами лепил инферналов. Это действительно сложно.
И там было множество ужасных и пугающих версий. Но действительно ли они должны быть слишком пугающими? Этот фильм будут смотреть дети. Может, не стоит показывать им откровенную грязь? Но в то же время было важно создать довольно устрашающую сцену. Когда Гарри падает в воду, нам хотелось показать, что там все кишит инферналами, и как огромен их круг общения. Мы попросили танцоров и хореографов придумать, как должны двигаться инферналы. Нам нужно было, чтобы они двигались не только правдоподобно, но и интересно. Они ожившие мертвецы. Нам нужно было, чтобы они двигались странно и необычно. Мы еще продумывали идею сросшихся инферналов. Мы объясняли себе это тем, что они долго находились под водой и срослись, словно кораллы. Сам факт создания многоконечного, двухголового существа был нам очень интересен даже с той же творческой точки зрения. Но в итоге мы остановились на более реалистичных вещах. И тем не менее, мы даже их выполнили достаточно жутко. Лорд Волан-де-Морт. Помню, было одно стихотворение о Первой мировой войне. Там говорится о солдате, который вдохнул ядовитый газ и стал похож на дьявола, зараженного грехом. Так что болезнь под названием «грех» отразилась и на лице Волан-де-Морта. Потому что он настолько стремился к бессмертию и мировому господству, что для достижения этих целей он был готов пожертвовать всей своей человечностью. И он уже даже не человек вовсе. От того изначального человека мало что осталось. Или не осталось вообще ничего. До Возрождения Волан-де-Морт представлял из себя некую смесь ребенка и человека с ограниченными возможностями. Он потерял всю свою мощь и жизненную силу. Обратите внимание на положение его ступней и пальцев ног. Такое ощущение, что они уже очень давно не двигались. Все его тело очень сухое, а мышцы атрофированы. Благодаря этим ярким внешним признакам мы смогли передать, что творится у него внутри. Когда мы впервые знакомимся с Волан-де-Мортом в 4-м фильме, перед его возрождением, он является существом, едва напоминающим человека. И вот происходит его перерождение. Больше не человек, потому что он столько раз раскалывал свою душу. Он теперь нечто иное. Он представляет из себя животную сторону человеческой натуры. И когда он перерождается, это похоже на некую вышедшую из-под контроля природную силу. С течением жизни Волан-де-Морт все больше утрачивает свои человеческие качества. В Ордене Феникса я еще рассматривал его как человека. И как бы неприятно это ни было, я пытался представить, как выглядит мир глазами этого человека. Он считает, что любовь — это обман и лицемерие. А тот, кто доверяет кому-то, кроме себя, просто наивный дурак. И в принципе, его можно понять, потому что каждый из нас немножко Волан-де-Морт. Сделай это! Ты слабак! Я хотел, чтобы Гарри осознавал, насколько жалок Волан-де-Морт с его узким мышлением. Ты никогда не познаешь любви или дружбы. И мне жаль тебя.
Его можно понять, потому что в какой-то момент он был всего лишь младенцем, брошенным на пороге приюта. Я могу сделать плохо тем, кто жесток со мной. Причинить им боль. Одной лишь мыслью. Молодого Волан-де-Морта играл мой племянник. Он отлично передал ощущение одиночества и злобы на весь мир. По той причине, что этот мир отверг его. Я такой же, как и ты, Том. Я другой. Докажи это. Он всего лишь потерянная душа в этом мире. Это начало сводить его с ума. Он решил, что весь мир должен почувствовать его боль. Ты дурак, Гарри Поттер. И ты потеряешь все, что тебе дорого. Все существа в волшебном мире олицетворяют собой трудности, которые нужно учиться преодолевать. Это контрольные точки в становлении Гарри. Эти существа учат нас преодолевать трудности, контролировать неконтролируемое и разрушать неразрушимое. Эти существа являются препятствиями, которые Поттеру необходимо преодолеть, чтобы стать сильнее. Гарри учится тому, что нас определяют наши поступки. Не что мы говорим, а что мы делаем. Добби свободен! Гарри — персонаж, который развивается благодаря существам. Он учится уважению, сопротивляться давлению Не поворачивайся ко мне спиной! и узнает, что такое мужество. Абракадабра! С тобой все будет хорошо, Гарри. Ты великий волшебник. Экспекто Патронум! Озвучено студией Киноплейс при поддержке зрителей с Бусти и донатеров на стримах.